его не пустит. Забрал левша Толика, все. Пауэрслайд, Блок, ну, да, не пустил, Почти повер, ну и третий медленный. Пауэрслайд творит чудо. И этот игрок, по идее, спасает сейчас ситуацию для своей команды. Турниры по World of Tanks занимают особое место в моем сердце. Они очень сильно отличаются от соревнований по другим играм. Вот он сейчас вернется, Потамака. Горка. 6, есть засвет. 4 секунды. Работать всем нужно. Забирает танк, он уходит, он смог. У каждой киберспортивной игры свои особенности. Надо по-разному относиться к каждой. World of Tanks выделяется тем, что здесь команда состоит из 7 игроков. 5 секунд. Сталкер ушел от 4. С префайром нужно, с префайром! Не успел. Сталкер сбил, хорош. Сталкер сбил захват базы. Все. Есть. I've never really played a game like World of Tanks. It's very different from any other esport. Ваншот на ваншот. Ну кого? Кто кого? Повел Тут еще либо ВПР. Это огромная выдержка, куча тренировок и моральная подготовка к играм. Салпинс Потамако. Пока. Отлично. Мериториус следующий. Мериториуса. Нет, забирают Батчера. Хорошо, неплохо отрабатывают. У Кэптона проблемы. Кэптон в ангар может уйти. Мериториус должен сделать минус. Забирают Першинга. Кэптон уходит обратно. Успел. Мериториус уходит. Под 0. You are the best of the best world's esports, champions. Thank you very much. История танкового киберспорта берет свое начало еще в 2010 году. Все начиналось с любительских турниров, победители которых получали игровое золото. С тех пор многое изменилось. В 2011-м появился формат 7:42, который стал основным на сегодняшний день. В формате 7 на 7 игроков на карте довольно много. Это дает возможность использовать разные разнообразные стратегии. И удовольствие от игры тоже больше, ведь каждый игрок вносит в нее свой неповторимый вклад. Команды выходят в бой в составе из 7 человек. Каждая боевая машина стоит определенное количество очков, равное уровню этой машины. При этом разрешено брать танки до 8 уровня включительно. ИС-3, например, стоит 8. Общая сумма очков команды не должна превышать 42. Общепринятым на сегодня является состав из 5 танков 8 уровня и 2 первого. Отличие от других игр есть и в игровом процессе, и в его сложности. Танки — не стратегия в реальном времени с дерганым ритмом. И не игра, где скорость твоей реакции определяет твое мастерство. В танках командная стратегия и координация — основа всего. Формат быстро набирал популярность. Разработчики оценили большой интерес к нему со стороны игроков и в 2012 году создали департамент киберспорта. В том же году были проведены первые международные соревнования. Ну а главным событием стал дебют World of Tanks на самом масштабном игровом форуме — World Cyber Games. Я работаю в киберспорте уже почти 4 года и работал как за сценой, так и на сцене в качестве ведущего и комментатора. Впервые встретил World of Tanks в 2012 году, когда комментировал гранд-финал World Cyber Games в Куньшане в Китае. Тогда же я познакомился со многими командами и игроками, которые выступают на турнирах и по сей день. 2013 год стал знаковым. Было принято решение организовать глобальную лигу World of Tanks. Турнир стал самым масштабным за всю историю игры. За год в лиге Wargaming в 3 сезонах приняли участие более 40 тысяч команд со всех уголков мира. Соревнования проходили на 6 кластерах — русском, европейском, североамериканском, китайском, корейском и азиатском. Призовой фонд составил $2,5 миллиона, а общий объем инвестиций — 8 миллионов. Но главным мотиватором для команд было, конечно же, участие в итоговом турнире года — гранд-финале. Турнир проходил с 4 по 6 апреля в Варшаве. Думаю, что причина выбора Польши в качестве места проведения гранд-финала была очень простой. В Польше у игры огромное число поклонников, и народ здесь просто невероятный. Лучшие коллективы со всего мира приехали в польскую столицу с одной целью — сразиться за звание абсолютного чемпиона World of Tanks. Даже только расселение 7 игроков, организация компьютеров и перелетов уже довольно серьезный вызов. Вроде мелочь, но разница, например, с 5 игроками существенная. Вызов бросает и сама игра. Когда бой начинается, все происходит очень быстро. Игрокам были предоставлены идеальные условия.
Все расходы на дорогу и проживание взяли на себя организаторы соревнований. Танкисты были лишены бытовых проблем и могли полностью сконцентрироваться на результате. Подобные мероприятия всегда очень серьезное дело и требуют большого количества самых разных специалистов. Чтобы все работало безупречно, здесь трудились и трудятся порядка 300 человек. К слову, разместили игроков в 5 минутах ходьбы от места проведения соревнований. Сам турнир проходил в центре польской столицы, в торгово-развлекательном центре «Золотые террасы». Чтобы обеспечить отличные условия для зрителей, на несколько дней был арендован целый кинотеатр. Очень непросто работать с этим конкретным кинотеатром. Кинозал не был рассчитан на проведение подобных мероприятий, поэтому возникла целая куча мелких трудностей. Начиная с того, что тут нет нормальных зон разгрузки для больших грузовиков. Прямые трансляции финальных игр велись сразу на 6 языках. И все это для того, чтобы болельщики каждого из регионов получили максимум удовольствия от игры любимых команд. Нам нравится смотреть спорт по телевизору. Нравится наблюдать за нашими любимыми игроками, как они ведут себя на интервью, что они говорят. Иногда у нас есть любимые рекламные видеоролики с их участием. И для меня это важный человеческий фактор. Когда мы, публика, можем ощутить свою связь с кем-то. Я никогда профессионально не занимался баскетболом или бейсболом, но я могу сопереживать спортсменам, когда они рассказывают о себе. Могу болеть за них, когда знаю, кто они такие. Понимать, сопереживать тем, за кого ты болеешь, я считаю это очень важно. Призовой фонд гранд-финала составил $300 тысяч, больше 100 из которых забрали себе победители. Но обо всем по порядку. На финальный турнир приехали 14 коллективов, по 2 лучших от каждого региона. I'm feeling pretty good, excited, and hopefully we're hoping that I'm going to do well. Эмоции отлично, перелет был качественным, легким, простым, очень агрессивным. Будем сражаться, показывать интересные матчи, бои и вообще порадуемся. I feel honored that I'm here with all the hotel and the limo. Yeah. Прибыль на гранд-финал, все хорошо. Полет прошел неплохо. Что, будем побеждать? You think I'm scared of Navi? Navi is only known in the gaming community, but Batman and Robin, they're known in the whole universe. They should be scared of us. А также пара команд, которые получили специальные приглашения от организаторов. Ими стали вице-чемпионы ВЦГ 2013, немцы из ВУСа и одна из лучших команд Западной Европы – поляки из Lemming Train. We trained quite a lot, more than usual, and we also played quite a lot against the teams. We are in Poland, so we will try to kick their ass. We will not be a very nice team for our enemies, so we just want to win. Соревнования проходили в 2 этапа. Сначала в борьбу вступили приглашенные команды, а также вторые места региональных лиг. 8 команд были разделены на 2 группы и играли по системе Double Elimination. Мы будем использовать систему Double Elimination прежде всего для и ради справедливости. Сильные команды, которые попадут на таких же сильных, кто-то из них вылетит. И мы бы не хотели, чтобы так происходило, поэтому у них будет второй шанс. В целом, эта система очень похожа на обычный футбольный плей-офф. Но есть одно существенное отличие. В футболе проигравшая команда сразу вылетает, а при Double Elimination у каждого коллектива есть второй шанс. Более слабые команды имеют, на самом деле, хорошую возможность сыграть и с разными регионами, и сыграть больше игр. Каждый матч гранд-финала состоял из нескольких боев. За победу в бою команде начислялся балл. В случае ничейного исхода по баллу получали обе команды. Конечно же, все это делается ради и для зрителей, чтобы были активные бои, чтобы было настоящее бодрое танковое рубилово. Победителем матча становился тот, кто раньше набирал 2 очка. Если оба противника набирали заветный 2-й балл одновременно, то назначался дополнительный раунд – штурм на песчаной реке. В принципе, не так уж и плохо, хотя для команд это серьезное испытание. Во второй этап выходили лишь победители групп. К ним присоединялись чемпионы 6 регионов. 8 финалистов играла все по той же системе Double Elimination. Борьба в каждом матче шла уже до 3 очков. Но к этому мы еще вернемся. А пока о первом игровом дне.
Global Grand Finals Live from Warsaw, Poland. Дорогие танкисты, всем доброго дня. В общем, мы живы, все хорошо, мы здесь. Ну, давайте переключимся на сцену, как говорится, go to stage. Can just hide away. Can he hide long enough though? Applewell has been found. Niels Pezzoni finds it. One man now stands. It's just positive. And surely he's been taken down. Lemming Train. We won. We are so happy. We are proud that the crowd just what was with us, and because of them we also won. It was easier for us. But they got the final shot on the final second for them to get the win. And I felt that was a huge momentum build. Пока 3 секунды есть преимущество по захвату, но сводится. Нужно, 3 секунды, давай! Мимо! We just lost the tiebreaker against Synergy. One thing for sure is just bad luck. The next battle is going to be You Are Dead versus Red Rush Unity. The players. То, что там у них внутри, это просто пожар. Да, я говорил, что горела жара. Я считаю, что нам помогла огромная выдержка, куча тренировок и очень хорошая моральная подготовка к турниру. I'm just proud that this event is here. It's amazing. It's really amazing. 5 секунд. Сталкер ушел от Элла. С префайром нужно, с префайром! Не успел. Сталкер сбил, хорош. Сталкер сбил захват базы. Все. Есть. Ваншот. Ну кого? Кто кого? Повел либо ВПР. Эмоции, конечно, на дне. Мы очень разочарованы своими результатами, потому что планировали минимум выйти в полуфинал. We are now celebrating. Tomorrow we'll be thinking about what to do against Areta, against Navi probably. This is the time to show our team show the strengths to the world. Арти тут по Кэнди. Отлично. Успели, они выехали, забрали танк. Минус еще один танк вдвоем. Арти Ворлд из Психопапа. Арти Ворлд, 80 хп. Тут без шансов. Поздравляем команду Red Rush Unity. Неудачный выезд. Они проходят в плей-офф. Просто когда ты считаешься фаворитом, играть куда сложнее, когда ты считаешься офсайдером. Gentlemen, hell of a day one so far for the World of Tanks Global Grand Finals. Any closing words from day one? Like the Group A, it was a brilliant game. And LTR has been building up the momentum, and I'm really waiting to see how far it will bring them. Unity didn't look that strong, but we shall see. How will they stop us tomorrow? I think they're gonna get their heads in the right position. I think they're gonna be great tomorrow. I have to say, we are stunned. We are honored and unbelievably happy that so many players come to join the best teams in the world to celebrate and have a good time. Так, второй день гранд-финала. Лучшие танковые коллективы готовы сегодня включаться в борьбу. Настроены Нави, настроены были с утра Virtus.pro. Ждем в гранд-финале, как по традиции, с лузеров Нави. Я думаю, у нас отличный шанс выиграть турнир. I don't think there's anybody we're really scared of. I don't think anybody really wants to face Na'Vi to start out, but we've got a pretty good seed. We're happy with how we are, and we're just interested in playing the best and seeing how we measure up and getting as far as we can. Получает Невер, дважды на гуслению, спустят его, получает тут еще и он. Просто забирают Невер, сейчас Нагатрон будет набрасывать с фланга. Да все, это просто Совет заряжает вместе с Нагатроном, они не оставляют шансов малейших. We are here as a part of Grand Finals, World of Tanks, and we are happy to take part in this tournament. Луцик выехал, 2 прострела от Брэкнека и Джаскоза, промахи, еще прострелы. Делайта 700, драка, понеслось, Джаз получает Арти. Тактики всегда есть, но все зависит, с кем ты играешь и какая ситуация в игре. Ты можешь победить или не можешь победить. Если ты фаворит, то ты играешь аккуратно. Люцик на ходу, получает от Бишопа. Все, Бишоп может забирать Люцика, и Virtus.pro могут выиграть эту встречу. Там должен падать даже Брэкнек на помощь. Что сказать? Проиграли. Допустили немного ошибок. We feel prepared for the grand finals, but we're not sure if we can win, but yeah, we'll try our best. По Кристине выезжает Док, он не пустит Батчера, Батчер бежит. Все, тут все решено, все понятно. Победили Lemming Train. Подожди, смотри, 16-13. Там парень не успеет. Все, есть минус. Все, некому сбивать захват. Некому сбивать захват. ГГ, ББ. Давай, до свидания. We need to win, so we do this. With you,
We can do everything. We are going to play against Natus Vincere, one of the best, probably the best esports team in World of Tanks. We're preparing a lot for this tournament. The Lemming Train is not bad team, and we ready to win it. Мериториус получает дважды, Мериториус ваншотный, Поверслайд выехал. Отличный выстрел Поверслайда и Бачер получает 40 урон. хп у Бачера, сотка сейчас уйдет. Эл еще ваншотный, непозорный уже двушотный. Ну все, Потамака там только самый фуловый. Есть минус, сотка, ну что, 1-0, я Вот тут это уже не выжить. такая игра Нави, когда они по чуть-чуть, постепенно идут вперед. В атаку! Будем надеяться, что у Fnatic есть план по борьбе с одной из самых сильных команд. Он есть. World of Tanks в мире. И 90-х много. Куга Максимус идет на А7, действительно. Он сейчас пойдет выжимать. Могут еще, в принципе, но теряют ХП здесь в драке, конечно, не получается. Ваншотный и Нагатрон, и уже минус. Слишком много соток. Of course, we think we can win because we are in winners final, but Navi and Red Rush Unity are still very strong teams, so it will be difficult for us. Непозорный. Забрали все. Сотки, Потамака забрал Диадор, все нормально для Unity. Мериториус один здесь не смог. We are sad that we lose, but yesterday we showed the great games. Today we also showed some entertaining. So it's just great for everybody who was here and for eSport involved. Команда из США, это будет просто неимоверно. Нагатрона заберут, зачем? Попадает на ходу, какой красивый выстрел был. Бэтмен! Being a part of the grand finals is simultaneously just a great achievement and an honor for us. We've been working towards it for over a year now, and we just couldn't be happier that we actually made it and that we're here and we got first seed from our country. So overall, just happy to be here. Нагатрон. Промах в ответ. Убивает Нагатрона, он не успевает захватывать. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Филиппинцы выигрывают. Они выбивают их. Они их выбили. Бэтмен смог. I'm just living it for the moment. All I want to do is play tanks. We are playing the best esports alive here. Woo! Вообще, что это? Да, еще раз. We got it. We just pulled together and we won. We're very excited right now. America is out. Southeast Asia is in. And since they've secured the 4th spot, their next opponent tomorrow is going to be the Red Rush Unity. Somehow, I'm going to have to watch the replay. I'm still not sure how. We lose. That's it. RNG. We lose. I'm excited to wait tomorrow and see the rest of the games. Really big, good tournament so far, so I'm really excited to wait tomorrow. Yeah, tomorrow, I think we'll see the best of the best. Всего 4 игры завтра, самые интересные, самые сочные, 3 команды, представляющие наш кластер и супер друзья. Ну вот еще раз, ребят, вам здравствуйте, наконец-то нас также показали. Мы готовы. Идите за чаем, зовите друзей, включайте на плазму. Это будет фантастический день. I think we will see some replays and we will try to show something new. We crush them all. Страйк сгорел! Т1! Т1 там смог ему очень много сказать. Инспарер! Т1 спалил Страйка! Сколько Инспарера ХП? Невероятно, это фантастика! Virtus.pro! Нави в нижней части сетки. Настрой в порядке, разберем ошибки и маленько успокоимся. Ну, честно говоря, какие-то смешанные эмоции, потому что очень много подарков с одной и с другой стороны. И сумбурный матч, пока еще не осознал до конца, что это было. I can't really say we're going first, second, third, or fourth, but anything is possible here. And I look forward to seeing the careers of PvP Super Friends continue to grow in the Southeast Asia region. Хорошо-то как на ходу И рикошет был. На автоприцеле просто. Люцика можно попытаться забрать. Прострел есть. Ну, кто раньше? Люцик раньше, да. Нам не повезло. 35 КП у Люцика. I have to thank my team. They're very good. I have to thank the crowd. Everyone was cheering for us, yeah. And hopefully we can do better in the next tournament. В следующий раз, возможно, Бэтмен с командой будет уже намного сильнее. И они отомстят Red Rush Unity. Осталось 2 игры. Всего лишь 2 игры. Virtus.pro, Navi, Red Rush Unity. Сейчас мы узнаем, кто как, какое место займет и чем все закончится.
Ну что ж, друзья, все-таки все готово к началу боя. Надеюсь, вы тоже готовы. Ladies and gentlemen, this is how you play World of Tanks, especially when you're under a lot of fire. Собрал левша Толика, все. Паверслайд, блок, ну, да, не пустил, почти повер, ну и третий медленный, паверслайд творит чудо. И этот игрок, по идее, спасает сейчас ситуацию для своей команды. Догнать левшу и убить его можно. Он завернул. Нет, он завернул. 1-1, ничья. Ничья, и счет общий станет 2-1 в пользу команды Na'Vi. Стоило немножко догадаться пару игрокам, что нужно кое-что сказать, и было бы все хорошо. Это наши ошибки, мы проиграли. Могу сказать только одно. Эти парни очень классно играли. Где-то не повезло, где-то ошиблись. Сыграли как, ну не буду говорить это слово, но мы сыграли как именно оно. В каждом бою совершали огромное количество ошибок. Ну, плохо сыграли очень. And so we have to say congratulations to Red Rush Unity on that placement and best of luck. Да, теперь уже непосредственно Virtus.pro и Na'Vi. This is it. For all the marbles, for all the jewels, for all the pride in the world when it comes to World of Tanks, 2 teams remain. One representing the EU cluster, the EU region, the other representing Russia. Все, понеслась. Поехали, первый бой гранд-финала. Это может быть драка на горе, между делом есть такой процентик. Ну, на рудниках в первую очередь Virtus.pro использовали какой-то очень странный сетап. Я так подозреваю, что так как они имели преимущество в 1 очко, они хотели сыграть от дефа. И влет на центр, влет на центр. Дежавю, то, что и было, да, опять же, между этими ребятами не так давно. Через несколько минут, когда мы поняли расстановку противника, мы заняли центр. Дальше гоним. Стопнул его. Займите сверху. Хорош. Эклипс гол. Назад, назад. Хорош. Не спеши. 2-32 танкуйте. Вот так хватит тебе. Все, нормально. Ну, в общем, там для Virtus.pro все очень плохо было. У нас был действительно очень тяжелый сетап, и мы действительно без препятствий потихоньку продавили на центре их. Все по плану Na'Vi пошло. Все пока по плану, все хорошо, сравняли счет. Энск был совершенно классической расстановкой. Мы заняли совершенно свою стандартную расстановку в городе. Это была не дефовая, не защитная, это был дефолт. Разъезд Na'Vi, посмотри, они после всего, что было, поменяли свой разъезд. Они стали намного аккуратнее. После этого мы быстро заняли город. Все, давайте, собрано, парни, попадаем и убиваем. Просто делаем 2-0 и спокойно играем до конца. Собственно, все из Na'Vi пошли сейчас в атаку. Они знают, что Virtus.pro переехали. Моментально принятие решений. Засветов не было. И в минуту 40 мы стали на захват в 2-1 и 50-100. Поехали. Паверслайд выезжает на закрытие. Он будет закрывать первых своим трупом. Тут же Делюкс и Эклипс. Захват базы пошел. Левша и Испарер выезжают. Где остальные танки? Где? Назад Левша. Живи, левша. В углу танк. Просто выжили. Все, давайте подавлю. В углу танк без 3. Ты первый убиваешь. Ты первый. Кирилл. Страйк! Я в атаку. Okay. Страйк срочно в атаку, Стань параллельно мне. Живи, левша, живи. Пацаны. Головы 50-100. Все, выживаем сотками. Тройка, все левша. Не получилось. Выживай, Кирилл. Живи, Кирилл. Первый уедь. Страйк, живи просто. Страйк, убегай, да. Кирилл, уедь. Да не, он не... Ну зря ты поехал туда, Кирилл. Ну, блин, мы поговорили. Ну шо, блин, ты зря поехал. Эклипс, просто уедь, Эклипс. Виляй, живи. Оттянули в конце страйка, он засейвился, и по истечению времени это стало ничьей. 20 секунд, не должны успеть. Главное, не сгори. А ты можешь вот за это? Вот справа там дом есть. Лучше даже вперед дай за цель и на каток сможет. Значит, да, нормально. Все. 4. Нет, все нормально. Но Страйк выживает. Прохоровка, мы использовали 3 средних танка и 2 МХ-1390. Никак провести атаку мы не могли вообще. Поэтому мы простояли весь бой. Теперь будет вопрос. Будем ли мы следующий бой смотреть за дракой, либо мы следующий бой постоим, но потом будет. Нам ничего не оставалось, кроме как дефить эту карту, потому что реально никак атаку без информации там не сделать. Вот это деф бутылки будет. Это 2 гора от ВП и Na'Vi, вот стандартная формация, где они ждут возле ЖД.
опять же, по истечению времени нашим 2 танкам удалось убежать, и это стало ничьей. Живем, леша уйти! Не могу. Надо выживать, мы живем, окей. Инспир, уезжаем! Что? Уезжаем! Уезжайте! Страйк уедет! Страйк ушел. ВП могли только что закончить, если пошли бы раньше. Песчаная река впервые играется в формате 7:42, тем более на таком серьезном турнире. Естественно, мы понимали, что наверняка будем на ней играть, и основательно к ней готовились. В защите будут играть Нави, в атаке Virtus.pro все-таки и Нави играют в 5-13-90, они будут атаковать, у них также есть 2Т1. Это самый быстрый сетап, который только можно взять. И мы активно перемещались по карте. Так, ну что, Нави понимает, что происходит. 90-ки уходят с того места, где обычно находится баз. В какой-то момент мы перевернули карту, отдав свою базу и заняв корону. После этого мы просто динамически подсвечивали и перемещались по карте и планомерно, перезарядившись, раздавили оставшихся противников. Нет, врывайтесь, сбивайте, я не успеваю. Парни, врывайтесь просто. Я не смогу сбить. Пока, Все окей. Не едь. Все, не надо. Не надо, окей, ребят, назад еще. Стоим. Живем. Пауэркайте. Отлично. Пауэркайте. Добью. Воду. Нормально, Спира. Хорош. 2. 3. Давай. Минута-полторы. Инфу. КД пульки считайте. Инфу просто. Кирилл, живи. Кирилл, уедь. Зацеплю. Я его сам заберу. Нави побеждают на гранд-финале. Нави чемпионы мира, друзья. Они смогли это сделать. These were amazing 3 days. We have seen everything. We have seen action. We have seen some camping. We have seen emotions. We have seen passion. We have seen comebacks, legendary comebacks. The World of Tanks first ever Grand Global Finals for the Wargaming.net League. On behalf of everyone here at the desk, on behalf of everyone from Poland and everyone that is a member of Turtle Entertainment, we thank you for tuning in. A huge thank you to our sponsors, Alienware, PayPal, Razer, the City of Warsaw, and Jinx. We'll see you next time. Good night and good game.